Чё творим, народ? I always come back. Вообще, я планировал сделать ламповый и атмосферный обзор, но обнаружил в игре столько сюжетных дыр и смешных моментов, что теперь это невозможно. И к концу написания сценария я совместил мрачный и атмосферный ролик и максимально васянский обзор от человека, который первый раз в жизни играл в нее, потому что игра меня просто вынуждает это сделать. В данном обзоре будет мое личное мнение, и свое вы можете выразить в комментариях или, например, снять свой обзор или реакцию на данный ролик. А я начинаю. Снег, тишина и никого вокруг. Маленький городок в глубине Америки, внутри которого таится древнее зло. Случайное стечение обстоятельств разлучает главного героя с дочкой, и чтобы найти ее, ему нужно шагнуть навстречу неизвестности, прямо в зловещий туман. Добро пожаловать в новый обзор по старой игре, которая также отошла от типичного подхода пугания скримерами и сделала все-таки упор на атмосферу и чувство дискомфорта у игрока. Я говорю про Silent Hill. Сегодня я постараюсь максимально подробно рассказать о различных аспектах Тихого холма от создания до сюжета. Поэтому, если вы хотели заполнить пробелы по этой игре, то вы кликнули на правильное видео. На заре 21 века на Sony PlayStation первого поколения вышла игра, которая сильно отличалась от других хорроров того времени и оттого вызывала дикое чувство дискомфорта у играющего. На самом деле я изначально очень скептично отнесся к данной идее, так как я никогда не доверял эмуляторам. А эмулятор на игру, которая специально выпускалась к первой Sony PlayStation, вызывал двойные сомнения. Но после того, как я впервые услышал новость о том, что будут делать ремейк второй части, а потом увидел дату релиза, который запланирован на весну этого года, то понял, что пора взглянуть на истоки и посмотреть, с чего же началась франшиза Тихого холма. Кстати, когда я писал сценарий, то заметил, что датой выхода данной игры является 31 января 1999 года. А значит, недавно стукнуло целых 25 лет со дня выхода этой замечательной игры. Игра вышла из-под пера Konami. Разработчиками же стали неопытные программисты, которых возглавили такие люди, как художник Кейтиро Таяма, CGI-режиссер Такайоси Сато, композитор Акира Ямаока и ведущий программист Акихиро Имамура. А еще почему-то в сценарии забыл отметить Масахиро Ито, он был дизайнером монстров, и собственно он воплотил все эти кошмарные образы в игру. Все разработчики, находящиеся в команде, были на грани фола, и вот-вот должны были вылететь из компании из-за неудачных предыдущих проектов, в которых они участвовали. Компания Konami поставила задачу сделать ужастик с голливудской атмосферой, чтобы заинтересовать западного зрителя, и оставила процесс создания на самотек, так как не очень сильно надеялась получить что-то стоящее. Команду разработчиков назвали Team Silent. Атмосфера создания была очень напряженная, потому что Konami хотела создать попсовый хоррор-проект и по-быстрому заработать денег. Из-за этого команду разработчиков постоянно подгоняли, а разработчики постоянно оттягивали дату релиза, потому что стремились создать уникальную и проработанную игру. Silent Hill стала одной из первых 3D-игр от третьего лица в жанре survival horror, за исключением таких игровых проектов как Overblood, Resident Evil и Alone in the Dark. Но в этих играх использовали предварительный рендеринг окружения, а System Shock, допустим, была игрой от первого лица. А вот в Silent Hill рендеринг окружения происходил непосредственно во время игры, поэтому она является первой в каком-то смысле слова. Вообще задумка про голливудский ужастик возникла у Konami не просто так, а с целью превзойти другого японского производителя видеоигр – Capcom, которая на тот момент уже выпустила первый Resident Evil. И это противопоставление чувствуется даже в самой подаче игры. Если в Резиденции зла за главных героев обычно выступают обученные солдаты, которые кладут врагов пачками, то по просторам Тихого холма будет бегать обычный человек, который не может противостоять сразу целой толпе монстров. И при прохождении даже подсказки будут говорить нам, что не нужно убивать прямо всех монстров, которых мы видим. У нас это просто не получится. Иногда нам просто лучше пробежать мимо, прямо как в жизни. При создании пугающего мира авторы опирались на работы Стивена Кинга, что чувствуется в гнетущей атмосфере одноэтажной Америки, рассказы Говарда Лавкрафта с его невероятными чудищами и мангу Дюнди Ито в его неповторимой стилистике. Также при создании монстров разработчики опирались на художника Фрэнсиса Бэкона, который создавал очень артхаусные, но в то же время завораживающие картины. На создание данной игры ушло очень много усилий, так как штат был очень маленький, а первая Sony PlayStation не обладала внушительной мощностью для 3D игр. Так, например, над созданием кат-сцен работал всего лишь один человек – Такайоси Сато, и только на их рендер ушло около 30 месяцев.
Кстати, хочу отметить, что последние масштабные релизы, над которыми работал Такайоси Сато, это Luigi Mansion 3 и Paper Mario Color Splash. Довольно неплохие игры в своем жанре, поэтому если в следующий раз будете играть в эти игры, вспомните, что к ним приложил руку дизайнер персонажей из Silent Hill. Как я уже сказал, на момент выхода Silent Hill очень отличалась от своих предшественников в жанре хоррора, да и вообще от других игр в целом. В первую очередь потому, что Silent Hill изначально стремилась быть игрой с открытым миром, но опять же из-за ограничения в железе пришлось уменьшать дальность прорисовки, так как рендеринг в реальном времени мало кто использовал из-за его жадной требовательности к производительности приставки. С этой проблемой справились, добавив туман, что к радости разработчиков сделало игру только атмосфернее, потому что вместе с туманом появлялось чувство неизвестности. Ограничения в железе отразились еще и на диалогах. Так как консоль не могла обработать большие звуковые файлы за раз, их мало того резали на несколько коротких, так еще и между ними есть 1-2 секундные паузы, когда герои просто молчат между фразами в диалоге. Хоть многие на релизе игры уже отмечали данную особенность, мне это никак не помешало и не разрушило атмосферу игры, а даже добавило какой-то приятной неторопливости. И эти паузы создают комичность вокруг характера главного героя. Хочу также отметить превосходный саунд-дизайн игры, так как звуки есть у каждого действия, как у главного героя, так и у окружения. Иногда в локациях есть внезапные звуки, которые имеют цель напугать игрока, как, например, звук разбитого стекла или плач маленькой девочки. Даже при наличии одних только звуков создается неповторимая атмосфера ужаса. Кстати, с саунд-дизайном и музыкальным сопровождением к первой части также занимался один человек – Акира Ямаока. Очень понравилось, что какая-то часть игры проходит в тишине, то есть без музыкального сопровождения в принципе. Как по мне, это очень погружает в игру, так как обычно все современные игры пытаются перегрузить все рецепторы игрока, чтобы он вообще не понимал, что происходит на экране. Или же на фоне играет ненавязчивая, очень меланхоличная композиция. Особенно она подходит для моментов, когда ты исследуешь город. Мне кажется, именно такой игровой опыт является одним из лучших среди хорроров. Но не все музыкальные композиции попали в точку. Главным недостатком, как по мне, является ненужное напряжение в некоторых локациях, которое вызывается просто взрывными композициями. Они проигрываются по скрипту, и даже если рядом нет никакой опасности. В каком-то из интервью я прочитал, что это было сделано специально, чтобы запугать игрока. Как по мне, это очень раздражает, потому что когда ты зачистил какую-то локацию от монстров и опять возвращаешься в нее, она пустая, и ты точно это знаешь. И когда при смене локации резко меняется музыка ни с того ни с сего, причем ничем не обусловленная, это иногда очень сильно меня раздражало, потому что, как по мне, полнейшая тишина пугает намного больше, чем звуки работы отбойного молотка. Особенно, когда ты просто решаешь головоломку, это не очень способствует созданию атмосферы. Но в целом игра при помощи музыки поддерживает вот это немного мистическое, немного меланхоличное настроение и погружает полностью в атмосферу затерянного города, полного загадок и тайн. Silent Hill была распродана тиражом чуть выше 2 миллионов копий, что довольно неплохо, хоть и далеко до систем-селлеров Sony PlayStation. На это в том числе повлияло то, что у игры не было масштабной рекламной кампании, и по факту они узнавали либо на выставках, опять же на той же E3, например, либо от знакомых и друзей. Ну еще демку Silent Hill закинули на диск с игрой Metal Gear Solid. Ну и на этом, в принципе, вся маркетинговая деятельность компании закончилась. Интересно также то, что игра не сразу попала на американские и европейские рынки, а подверглась цензуре. При выходе на домашние мировые рынки Silent Hill столкнулась с трудностями. Монстры были дважды изменены для североамериканского рынка и трижды для европейского, прежде чем игра была допущена к продаже. В трейлере, представленном на E3, появляются два вида напоминающих детей монстров, какими они были задуманы изначально. Первые были похожи на обнаженных маленьких детей, в 3 раза ниже главного героя, и главный герой имел возможность убить их. Вторые больше похожи на подростков-мутантов, в 2 раза выше первых, они агрессивны и вооружены ножами. Разработчикам пришлось заменить первый вид существ на неагрессивные полупрозрачные тени, которым нельзя причинить вред. Второй вид остался агрессивным, но под давлением органов цензуры изменялся несколько раз, чтобы по возможности как можно меньше напоминать детей. Модели из плоти изменили цвет с розового на серо-зеленый, стали выше и получили обезображенные головы. В общем, та версия, которую проходил я, была именно европейской, и эти изменения в последующем моем прохождении видны.
Давайте же перейдем непосредственно к игре. Игру я проходил на ПК, на эмуляторе PS1, потому что найти работающую PS1, найти диск Silent Hill и записать прохождение — это для меня тройной челлендж, поэтому я не стал усложнять себе жизнь и установил широкоформатную версию с русским переводом, поэтому если в моем прохождении будут какие-то неточности, связанные со всем этим, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Завязка начинается еще до игры в предыгровом трейлере, где вперемешку идут сцены из дальнейшей игры, где главный герой едет на машине, потом его прошлое, но эти кадры никак не объясняются, поэтому приходится надеяться, что игра-то все объяснит. Но нет, единственное, что дает нам начальная кат-сцена, это то, что главный герой обнаружил пропажу дочери и теперь ищет ее. Ни имени, ни цели поездки главного героя мы не знаем, а также не знаем, куда делась жена, которая была показана в тизере. Остается только начать исследовать этот таинственный город в надежде найти дочь и ответы на свои вопросы. Стоит отметить, что игра разрабатывалась для консолей, поэтому управление на эмуляторе переделано так, что все команды осуществляются при помощи клавиатуры. То есть мышка здесь вообще не нужна. Поначалу это вызывает дикую попу боль, но потом привыкаешь, и это даже кажется удобным. Помимо такого управления, иногда камера здесь находится не прямо за персонажем, а в совершенно рандомных положениях. Это дико придает кинематографичности, но вместе с тем усложняет управление, особенно в боях с монстрами. Но, как вы знаете, красота требует жертв, поэтому я готов выдержать небольшой дискомфорт ради атмосферы. Мы находим машину главного героя в очень потрепанном состоянии. Я вообще удивлен, как только герой уцелел после такого падения. Также я решил проверить, есть ли выход из этого злополучного места, но обнаружен, что проход завален огромными валунами. После я начал неторопливо изучать окрестности. Поначалу я тыкался во все мало-мальски похожие на интерактив объекты, но потом просто начал продвигаться вглубь. Также хочу похвалить начальный саундтрек. Он очень тягучий и атмосферный. В какой-то момент главный герой слышит шаги и вдалеке видит силуэт дочки. Я бегу за ней в переулок, где как раз таки и показывается та самая кинематографичность пролетов камеры. Думаю, лучше просмотреть эту сцену целиком, чтобы прочувствовать напряжение. This? What's going on here? Так как у нас нет оружия, нас забивают карлики-мутанты, прием у них довольно
Странные. Ну да, нужда толкает на самые ужасные вещи. Минетики, кому минетики? Жаркие, страстные, без зубов и очень мягкие. Всего за $3. $3, кому минетики? Ого. Кстати, это те самые монстры, которые подверглись цензуре и были похожи изначально на детей. Ого. У японцев очень странное воображение. Мы просыпаемся в придорожном кафе. Я не знаю, был ли это сон или галлюцинация, но женщина полицейская спасла нас, и мы теперь в безопасности. И, кстати, это та же самая дама полицейская, которую мы видели в тизере, и главный герой тоже ее видел по дороге в Silent Hill. Между ними происходит следующий диалог. Я считаю, что диалоги в этой игре просто на вес золота, поэтому смотреть вы их будете тоже полностью, тем более их в игре не так уж и много. Was I dreaming? How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess. Glad to hear it. You from around here? Why don't you tell me what happened? Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation. I just got here. I don't know what happened. I'd like to find out myself. Uh-huh. Have you seen a little girl? Just turned 7 last month, short, black hair. My daughter. Sorry. The only person I've seen in this town is you. Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, something bizarre's going on. That's all I know. What's your name? Harry. Harry Mason. Sybil Bennett. I'm a police officer from Brams, the next town over. The phones are all dead, and the radio too. I'm going back to call in some reinforcements. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. No way. It's dangerous out there. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. I can't just leave her out there by herself. Have you got a gun? No. Take this, and hope you don't have to use it. Now listen to me. Before you pull the trigger, know who you're shooting. And don't do it unless you have to. And don't go blasting me by mistake. Got it? Yeah, thanks. You do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Ох уж эти тарантиновские диалоги. Из этого диалога мы наконец узнаем, что главного героя зовут Гарри Мейсон, даму полицейскую зовут Сибил Беннет, и она тоже не местная. По доброте душевной она отдает совершенно незнакомому человеку, то есть нам, свое табельное оружие и уходит за подкреплением.
Самое время познакомить вас с некоторыми геймплейными особенностями данной игры. Дело в том, что в Silent Hill нет привычного интерфейса. То есть во время основного игрового процесса мы не видим, сколько осталось здоровья или, например, патронов у главного героя. Для того, чтобы посмотреть эти показатели, нужно зайти в инвентарь. Для меня это также оказалось неожиданностью, и из-за этого я часто умирал в начале игры, так как не видел, сколько у Гарри осталось здоровья. И здесь также нет мини-карты в углу экрана. Сама карта отображается в отдельной вкладке. Она стилизована под обычную бумажную карту, и все важные моменты на ней обозначает главный герой с помощью карандашных пометок. На самом деле, несмотря на то, что в игре нет активного маркера, карта очень хорошо помогает ориентироваться на местности, если у вас нет проблем с пространственным ориентированием. Что касается сохранений, то здесь нет сохранения в любой момент времени, и для того, чтобы сохранить игру, нужно искать специальные блокноты. Кстати, интересный факт. В меню сохранения осталось 2 слота. Как вы думаете, почему? Это своеобразный рудимент того времени. Как я уже говорил, Silent Hill выходила только на PS1. И на этой консоли было 2 разъема для того, чтобы вставлять туда карты памяти и, соответственно, сохранять свои игры на них, так как встроенной памяти у консоли не было. Но для чего тогда 2 разъема, а не 1? Дело в том, что второй разъем был предназначен для копирования своих сохранений с одной карты памяти на другую, так как сохранений в облаке раньше не было. По сути, он нужен был для того, чтобы, например, поделиться своими сохранениями с другом, чтобы он мог поиграть на своей консоли с того места, на котором ты остановился. Вот как-то так. После разговора с Сибил я осматриваю комнату и знакомлюсь с предметами. Тут я нахожу пару лечебных настоек, которые восстанавливают половину потерянного здоровья, карту Silent Hill, фонарик и нож, как средство крайней защиты. Я уже собираюсь уйти, как вдруг... What's that? Huh, radio. What's going on with that radio? Хотел бы я, конечно, рассказать про то, как эпично справился с тварью, вонзив ей нож между глаз, но так как я не понял, как драться, я попытался убежать, обосрав свои штаны, но упертый засранец Гарри не дал мне этого сделать, за что и получил по своей башке. Тут мы подбираемся к еще одной геймплейной особенности данной игры. Для того, чтобы драться, нужно взять оружие в руки, а чтобы взять его в руки, нужно зайти в инвентарь. Мало того, что выбирать оружие нужно таким способом, так еще перезаряжать огнестрельное оружие нужно также в инвентаре. Правда, иногда оно перезаряжается само по себе, и я совершенно не понимаю, как это работает. Ну да ладно. Мы забираем радио. Оно тоже обладает функциональной полезностью, так как статическим шумом оно предупреждает нас о наличии рядом монстров. Но звук у него такой омерзительный, что я выключил его нахрен через 20 минут игры, ибо оно перебивает всю музыку, всю атмосферу и только бесит. Благо разработчики добавили такую возможность. Правда, первые 20 минут игры я недоумевал, почему у меня звенит в ушах в рандомные моменты времени, и уже начинал сомневаться в гениальности Акиры Ямаоки как композитора, но потом понял, что это всего лишь сраное радио. Очень круто, что игра дает тебе побегать по туманному городу, а не заставляет идти сразу же по сюжету. И подсказки мы можем находить в рандомном порядке, а также можно заглядывать в несюжетные локации. Да и вообще, наличие мест, не связанных с основным сюжетом и наполнение города, меня очень обрадовало, так как оно достаточно разнообразное для игры с большим открытым миром. Но вернемся к сюжету. Я опять иду в переулок, в котором Гарри в последний раз видел дочь. Здесь Гарри находит листок из альбома дочери с надписью «В школу». Это ниточка к нашим дальнейшим поискам. А также я беру трубу, которую мы будем использовать как оружие. Я брожу по городу, тыкаясь во все двери, отстреливая толпы летающих демонов и осваиваю боевку с местными собаками. Пытаясь пробиться к школе напрямую, меня ждало разочарование, так как многие улицы перерезаны огромными ущельями, и проход мне придется искать как-то по-другому. И так как я ни разу не смотрел гайды на протяжении всего прохождения, то мне пришлось облазить весь город в поисках подсказок. Первой подсказкой оказывается ключ, который не так-то легко обнаружить, и наткнулся я на него совершенно случайно, когда вплотную подбежал к обрыву. На тот момент я еще не знал, от чего этот ключ, поэтому просто подобрал его и пошел бродить дальше. После часа хождения по городу я понял, что прямого прохода к школе нет, и пошел к мосту.
Мост тоже обрывался, но в полицейской машине я нашел еще один ключ. Спустя еще какое-то время я совершенно случайно тыкнулся в дверь, и она отозвалась, но была заперта. Тыкнулся я в нее из-за того, что рядом стояла будка. Я попробовал открыть ее своими 2 ключами, но она не поддалась. Поэтому я пошел дальше искать подсказки, и в конце дороги снова нашел подсказки от Шерил, которая написала на листе из своего альбома, что в Конре что-то есть. И естественно там был ключ от дома, который ей был нужен. В доме я нахожу дверь с 3 замками и карту, обозначающую местоположение ключей к этим замкам. Но блин, это дверь со сраной стеклянной рамой, так почему ее просто не разбить, нахрена открывать замки? По всей видимости, наш Гарри любит разгадывать загадки и очень боится портить чужое имущество, так как за него могут еще нападать его владельцы. Именно так. 2 ключа мы уже нашли, поэтому я иду за последним в переулок. Обыскав и перевернув там все мусорные бачки и потратив на это 10 минут своей жизни, до меня вдруг доходит, что я не проверил ворота, по причине того, что они похожи на забор, не считая слегка приоткрытой щели. Иногда загадки в этой игре испытывают меня и мою жопу на прочность, потому что в дальнейшем накаляться она будет только больше. Вставляем 3-й ключ и попадаем на задний двор. Здесь герой впервые знакомится с тьмой. Это что-то вроде параллельного измерения, в которое проваливается главный герой в рандомные моменты времени. Это пока все, что я могу вам рассказать. Через задний двор мы попадаем в западную часть города. С приходом темноты увеличивается и количество монстров, поэтому я как настоящий герой, роняя каловые массы, бегу до школы, потому что с таким количеством монстров мне точно не справиться. Ну и потому что еще страшно. Вот вы только послушайте этот эмбиент параллельного измерения. Гарри прибывает в школу, и начинаются поиски каких-либо зацепок. Кстати, помните, я вам говорил про музыку, которая долбит в уши? Здесь она есть в избытке. Если бы она пропадала вместе с исчезновением монстров, было бы в разы лучше. В подвале я нахожу бойлерную, которую нам нужно включить, потому что бойлерная обычно отвечает за отопление в здании, и видимо Гарри стало холодно, поэтому я отправляюсь на поиск источника питания для него. Вообще школа это довольно большая локация, и на ее зачистку у меня ушел где-то час, но вся суть сводится к тому, что мы находим 2 медальона и засовываем их в часовню во внутреннем дворике. Все было бы достаточно просто, если бы не одно но. Дело в том, что одна головоломка сводится к тому, что я нахожу химикат и обливаю им восковую руку. А вот другая... вытрясла из меня все. Я принципиально не смотрел гайды по ее прохождению. Я думал, что сойду с ума, и мое IQ уже откатилось до двузначного, пока я решал эту головоломку с пианино, но вдруг я открыл второе дыхание, и спустя полчаса решил ее. Суть этой головоломки состоит в том, что вот по этому стихотворению нужно нажать 5 клавиш в правильной последовательности. Сначала я выстраивал последовательности с клавиш, которые издают звуки, но это как бы логично, потому что пианино, нужно правильную комбинацию прожать, получится мелодия, ну такая цепочка выстроилась у меня в голове. Но потом меня осенило, что на пианино нужно нажимать не на те клавиши, которые издают звук, а на те, которые сломаны. Все из-за подсказки в тексте, где говорится про безголосых птиц. Ну, как вы понимаете, птицы безголосые, поэтому клавиши типа не издают звук. На самом деле очень интересно решать эти головоломки, несмотря гайды, потому что ты реально начинаешь думать. Это необычные простые головоломки в стиле God of War.
Хотя в God of War, допустим, я сейчас говорю про 4-й God of War, там головоломки интересные, но они простые, то разработчики Silent Hill вообще решили не щадить нас в этом плане. И для меня это был такой слом восприятия, я думал, у меня третий глаз откроется на лбу в этот момент. Вот почему у детей 90-х так много психологических расстройств? Все из-за этих сраных игр. И на самом деле вы чувствуете разницу в сложности головоломок? Облить руку химикатом и взломать сраную шифровальную машину Второй мировой войны. Вставив оба медальона, часов не запускает питание, а включив бойлер, мы открываем проход. Правда, я не знаю, зачем разработчики добавили этого посредника, но в будущем это окажется таким сюжетным твистом, пока я ничего вам не скажу. После этого мы открываем дверь в часовне и попадаем через подземный проход в изнанку. Изнанка вот как раз таки в Silent Hill это параллельное измерение, в котором темно, постоянно воют сирены, есть сетчатые потолки, полы и стены, а монстров становится еще больше. Про изнанку нам сюжетно расскажут позднее, а пока Гарри находит пентаграмму и начинает опять исследовать школу, только уже в этом параллельном измерении. В одной из комнат, где пытали плюшевые игрушки, мы находим резиновый мяч, который еще сыграет свою роль в сюжете, а пока просто поваляется в инвентаре. Вы помните, что по задумке разработчиков главный герой это обычный человек, поэтому, чтобы сблизить игровые схватки с монстрами к реальным, те самые разработчики добавили Гарри вероятность промахивания. И я не замечал этого, когда дрался с крупными монстрами, так как обычно уничтожал их при помощи старой доброй трубы. Да и промахи были не такими частыми. Но с тараканами труба не прокатывает, так как по ним она просто не попадает. Поэтому я взял в руки пистолет, и когда из 4 выстрелов попал только 1, я сразу навел справки и убедился в том, что не у меня из жопы руки растут, а у Гарри, поэтому все претензии к нему. Это он не хочет жить и хочет быть съеденным тараканами на школьной помойке просто. В одной из комнат я нахожу карточку, на которой нарисован ключ, а потом и дверь, куда ее можно вставить. Ну да, конечно. Ну, все можно свалить на логичность данного параллельного мира, поэтому здесь загадки будут довольно необычные. Еще необычнее, чем в обычном мире. В обычном измерении, в обычной реальности, так скажем. Попутно проходя сюжет, я отпинываю монстров, потому что если их не пинать, то они встанут. Поэтому я очень нежно проверяю у них пульс своей ногой. В одном из толчков я нахожу патроны для дробовика, что вызывает нехилый всплеск эндорфинов, так как теперь я могу закосплеить фильм «Брат». Ну и нехило навалять монстрам побольше. Если, конечно, я найду этот дробовик, что очень сомнительно. Сейчас будет очень интересный момент, потому что во время прохождения, а это было поздно ночью, я реально подумал, что у меня разыгралась шиза. Смотрите внимательно. Вы поняли? Двери там изначально не было. Она появилась только после того, как я несколько раз зашел и вышел в туалет. Когда я начал просматривать запись, я был в шоке. Я был уверен в том, что двери там нет, и тут бамс, она появилась. Хорошо, что я записал этот момент, потому что иначе я спихнул бы на свое собственное воображение. И в моменте меня эта хрень реально напугала. И я нахожу заветный дробовик, и дальше происходит самый неожиданный скример в моей жизни, от которого я аж подпрыгнул. Короче, в этом измерении есть сцена, когда наш герой заходит в одну из комнат в нормальном мире и находит там запертую кошку в ящике. В параллельном измерении мы видим похожую сцену, где трясется ящик.
Сердце! Сердце! Ай! А! А! И вот в этот момент я никак не ожидал скример, потому что думал, суть сцены в том, чтобы обмануть ожидания, то есть кошку размазало по ящику. Все, суть сцены. Кошка жива, кошка мертва. И тут выпадает этот труп, скример которого я вообще не ожидал. Я был одновременно удивлен и напуган, потому что до этого скримеров в игре не было вообще. И на этом контрасте перепад эмоций был невероятный у меня в тот момент. Вместе с трупом выпадает также ключ от библиотеки, а в библиотеке мы находим книгу, в которой описана притча об охотнике. На самом деле это подсказка, я сразу догадался, что это задел на босс-файт, поэтому понял, какой мне тактики придерживаться в будущем. Попав на крышу школы, я нахожу еще один ключ, но он находится в сливе, и рукой достать я его не могу. Поэтому я организую целую операцию по спасению ключа, использовав при этом резиновый мяч, воду и невероятную находчивость Гарри. Достать его палкой было бы, конечно, в разы сложнее. Это однозначно. Забираем ключ от класса и, пройдя очередную увлекательную головоломку, нас ожидает эпичный босс-файт. На самом деле босс-файт какой-то тухленький, и я достаточно просто побеждаю гомункула-переростка. После кат-сцены, где нам показывают загадочную девушку с каре, мы просыпаемся в школе под звук церковных колоколов. То есть, видите, когда мы зашли в бойлерную до этого, мы как бы автоматически провалились в параллельные измерения. И тогда я не понимаю, какая из этих сцен лишняя. То ли побег до бойлера, то ли проход через подземный переход. Потому что какая-то из этих сцен объясняет нам переход в параллельные измерения. Какой-то логический парадокс на самом деле. Ну ладно. Мы проснулись под звук церковных колоколов. Благодать ты какая. И у нас новая цель, а значит пора двигаться дальше. И я добираюсь до церкви, где нас встречает местная женщина. По всей видимости, она глава религиозной общины, а также ясновидящая. У нас происходит следующий диалог. Were you ringing that bell? I've been expecting you. It was foretold by gyromancy. What are you talking about? I knew you'd come. You want the girl, right? The girl? You're talking about Cheryl. I see everything. You know something? Tell me. Stay back. Nothing is to be gained from floundering about at random. You must follow the path. The path of the hermit concealed by Flauros. What? What are you talking about? Here, the Flauros, a cage of peace. It can break through the walls of darkness and counteract the wrath of the underworld. These will help you. Make haste to the hospital before it's too late. Wait, don't go yet. Она снабжает нас артефактом, который называется Flauros. Мы пока не знаем для чего он, но скорее всего в будущем он может нас как-то спасти или помочь от местного зла. Также женщина дает нам следующую локацию для поисков. Это госпиталь. Рядом с артефактом также был ключ от моста, а значит и госпиталь находится на другом берегу реки.
Я опускаю мост и попадаю на другой берег, в центральную часть Сайлент-Хилла. В больнице нас ждет встреча с еще одним персонажем из этого дурдома. Это Кауфман. Hold it. Stop. Don't shoot. Wait. I'm not here to fight. My name is Harry Mason. I'm in town on vacation. Thank God, another human being. Do you work here? I'm Dr. Michael Kaufman. I work at this hospital. So maybe you can tell me what's going on. I really can't say. I was taking a nap in the staff room. When I woke up, it was like this. Everyone seems to have disappeared. And it's snowing out, this time of year. Something's gone seriously wrong. Did you see those monsters? Have you ever seen such aberrations? Ever even heard of such things? You and I both know creatures like that don't exist. Yeah. Have you seen a little girl anywhere? I'm looking for my daughter. She's only 7, short, black hair. She's missing. I'm sorry. But with all those monsters around, I highly doubt that she's... Sorry, I didn't mean to alarm you. Your wife, she's here with you? She died 4 years ago. Now it's just me and my daughter. I see. I'm sorry. Well, I'd better be going. I can't just sit around here doing nothing. So long. Good luck out there. Он пытается застрелить Гарри и промахивается с 2 метров. Наверное, потому что Гарри природа одарила невероятной реакцией, раз уж мозгов досталось не так много. Из всего этого разговора наконец понятно, что жена Гарри умерла 4 года назад, поэтому они с дочкой путешествовали вдвоем. Кауфман уходит, а мы остаемся наедине с госпиталем и загадками, которые он хранит. В кабинете директора я нахожу разбитую склянку. По полу разлилась какая-то красная жидкость. Она важна для сюжета, но так как Гарри не удостаивает ее какого-либо внимания, я просто прохожу мимо. На самом деле я достаточно внимательный и дотошный игрок, но только тогда, когда я понимаю, для чего мне обыскивать локации, или мне просто интересно это делать. Но когда я с самого начала игры старался обыскивать весь Silent Hill, и мне ничего это не дало, то я просто забил болт и даже не пытался в дальнейшем делать то, что не относится напрямую к сюжету. Сейчас я буду говорить немножко экспромтом, не по сценарию. В общем-то, на самом деле, главная дилемма заключается в том, что изначально я очень внимательно обыскивал Silent Hill, но мне это ничего не дало. Ни в плане сюжета, ни в плане каких-то ресурсов. И поэтому я в дальнейшем потерял всякий интерес обыскивать какие-то локации. И вот уже ближе к концу игры, разработчики именно вставили все сюжетные и важные моменты, которые влияют на концовку, которые влияют на прохождение. И я стал невнимательным из-за того, что в начале игры, обыскивая все двери, тыкаясь во все двери, обыскивая все закоулки, это мне ни хрена не дало, вот в прямом смысле слова. И разработчики с какого-то хера после половины игры решили вставить все предметы, какие-то мощное оружие, какие-то сюжетные записки именно в конец, не оставив ничего в начале. И поэтому в дальнейшем моя невнимательность и моя тупость связана именно с потерей интереса. Вот так. Возвращаемся к сценарию. Я спускаюсь в подвал и включаю генератор, который позволяет мне в дальнейшем кататься на лифте по этажам больницы. Шиза главного героя прогрессирует, а игра продолжает проверять нас на прочность. Ситуация. Я поднимаюсь по этажам, но попасть на 2 и 3 я не могу, так как там заперты двери, и прохода к лестнице у меня тоже нет. Я в сомнениях, начинаю изучать карту, я уже начинаю думать, что не нашел какой-то ключ от двери, как вдруг появляется 4 этаж, которого, естественно, на кнопках лифта не было до этого. Это вообще ужас, это уже 2-й раз, когда я ловлю шизу с этой игрой. Гарри видит флешбэк с неизвестной пока для нас девочкой, которая похожа на его дочь, а потом снова попадает в изнанку. На данном этапе присутствует
очень много головоломок, но они никак не относятся к сюжету, поэтому я пропущу многие из них. Головоломки все очень разные, это круто, над некоторыми я реально думал по 20-30 минут, но я очень рад, что решился их сам, без гайдов. Самое интересное из сюжета, что произошло в больнице, так это то, что я нашел самое имбовое оружие ближнего боя в этой игре. Это пожарная кирка, которая еще не раз будет меня спасать в этой игре, и до конца игры я буду вообще бегать практически только с ней. Нашел, кстати, ее совершенно случайно, когда я обыскивал генераторную в поисках дальнейших подсказок. Подсказок по сюжету там не было, но я нашел просто оружие, которое лежало там в закутках где-то. И вот это первый раз, когда, обыскивая какие-либо помещения не в поисках сюжета, а просто так, то есть идя не по сюжету, я нашел что-то полезное спустя несколько часов геймплея. Кирка очень тяжелая, и из-за этого во время атаки наш герой не может двигаться, как, например, может двигаться, прицеливаясь из пистолета. Но вместе с тем, она очень мощная. С киркой я стал быстрее мочить монстров, ну и, естественно, мне стало приятней это делать. И в конце концов, спустя 1,5 часа решения головоломок и боев с содержимым персоналом этой поликлиники номер 3, я попадаю в подвал. Причем в секретный подвал, о котором мало кто знал даже из персонала, так как вход в него перекрывал шкаф. В подвале я нахожу кассету и комнату одной из пациенток, которую здесь содержали. Ее зовут Олесса, и Гарри делает вывод, что она была здесь не так уж и давно. Но как такое возможно? Ответов мы пока не получим, но все же интересно, что она найдена мною кассете. Может быть, она хоть немного прояснит ситуацию. Вопросов стало только больше. На самом деле эту кассету можно посмотреть в нормальном качестве и с необрезанной речью, но сделать это можно в параллельном измерении. Я до этого не додумался и узнал об этом только когда прошел всю игру, поэтому показываю вам сейчас, что было на этой кассете, и это немного проясняет весь сюжет. С этой медсестрой мы познакомимся буквально в следующей сцене, пока просто слушайте, что она говорит. Still has an unusually high fever. Eyes don't open. Getting a pulse, but just barely breathing. Her skin is all charred. Even when I change the bandages, the blood and pus just start oozing through. Why? What is keeping that child alive? I can't stand it any longer. I won't tell a soul. Promise. So please. В палате Олессы я также нахожу ключ от одной из дверей на первом этаже. При помощи найденного ключа я уже хочу выбраться наружу, как вдруг... Finally, someone else who's okay. Who are you? My name's Lisa Garland. What's yours? Harry Mason. Harry, tell me what's happening here. Where is everybody? I must have gotten knocked out. When I came to, everyone was gone. It's awful. So you don't know anything either. Great. I just don't get it. It's like this is all some kind of bad dream. Yeah, a living nightmare. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair, 7 years old? A 7-year-old girl. What, she's your daughter? Yes. A 7-year-old girl.
I can't say that I have. I was unconscious all this time. I'm sorry. That's all right. Do you know anything about all that weird stuff in the basement? No? Why? Is there something down there? You don't know? Don't you work here? We're under strict orders never to enter the basement storeroom. So I really don't know. What did you say was down there? Well, it's... Damn! My head. What's wrong? Harry? Harry, let me help you. Harry? Was I dreaming? You were too late. It's you. Yes, Dahlia Gillespie. Tell me everything you know. What's going on? Darkness. The town is being devoured by darkness. Strength must overcome petty desire, childish sleep talk. I knew this day would come. What are you talking about? I don't understand a word of this. Believe the evidence of your eyes. The other church in this town, that is your destination. This is beyond my abilities. Only you can stop it now. Have you not seen the crest marked on the ground all over town? So that's what I saw in the schoolyard. What does it mean? It is the mark of Samael. Don't let it be completed. Hey, wait! Из этой катсцены я понял 3 вещи. Во-первых, про подвал мало кто знал даже из персонала, а значит пациентка, которая там была, зачем-то содержалась в секрете, от посторонних глаз. Во-вторых, самого Гарри почему-то рандомно перекидывает из одного мира в другой без его участия. И в-третьих, теперь мы у бабки на побегушках, потому что она вроде как что-то знает и вроде как хочет помочь найти нашу дочь. Доверять мы ей не можем, но так как альтернатив у нас нет, то придется делать то, что она говорит. И да, давайте прервемся на очередной шедевр от Акиры Ямаоки, который сопровождает наш выход из больницы. А? Заебись, да? Сейчас бы в кинотеатре это послушать. Ключ, который дала бабка, открывает антикварную лавку на краю города, и Гарри снова встречается с Сибил. А нас ждет уморительный тарантиновский диалог. What's this? Harry! Sybil? I'm glad you're okay. I shouldn't have left you. Things are worse than I thought. It's nuts. What are you doing here? I thought you left town. I saw you go in here, so I followed you. I couldn't get out. All the roads out of town are blocked. Cars have completely stopped running. The phones and radios are still out too. What about my daughter? Did you see her? I did see a girl. Was it Cheryl? I only caught a glimpse of her through the fog. I went after her, but she vanished. I don't know about your daughter, but... And you just let her go? Where was it? On Bachman Road. She was heading towards the lake. Now don't get excited. It wasn't like she ran off exactly. There was no place for her to go. The road has been obliterated. What? So then Cheryl...
It was like she was walking on thin air. What about you? Anything? Yeah, I met this bizarre woman. Her name's Dahlia Gillespie. Do you know her? Dahlia Gillespie. No. And? She said something about the town being devoured by darkness. Gibberish like that. Any idea what it means? Darkness devouring the town? Must be on drugs. They sell them to the tourists. The Force still can't figure out who's behind it. None of our leads have panned out, and the investigation is stalled. What could drug trafficking have to do with all this? I really don't know. But maybe that's the darkness she was talking about. That's all I can think of. What's this? Just discovered it. Maybe there's something back there. Let's have a look. Wait. We don't know what's back there. I'd better check it out first. I'm a cop. I should go. No, I'm going. All right. I'll cover you from here. Be careful. If anything looks fishy, get back here on the double. Okay. Sybil, Yeah? do you know anything about... well, like some other world? It's like some kind of bad dream. What are you talking about? I'm not quite sure. I try to make sense of it, but then my mind goes blank. Everything's dark there, and I hear sirens in the distance. I met this nurse, Lisa. It's like I was there, but not really. It's all a blur, like some kind of hallucination, you know? I have no idea what you're talking about, Harry. Oh. I was just wondering. Never mind. Harry, you're tired. Yeah, maybe. В секретном проходе Гарри находит алтарь другой церкви, а также еще одно оружие ближнего боя. Но я не знаю, зачем мне этот топорик, когда у меня есть имбакирка. Поэтому я просто закидываю его в задний карман и не вспоминаю больше никогда. Я уже собирался уйти, как вдруг... What the? Harry? Are you okay? Harry? Harry? Where am I? Harry, Lisa? Then I'm in the hospital? you were having a bad dream. Was I? Hey, you don't look too good. Are you okay? I'm fine. Nothing you need to worry about. Well, if you're sure. Lisa, do you know a woman named Dahlia Gillespie? Oh yeah, that crazy Gillespie lady. She's kind of famous around here. She She never sees anybody, so I don't know that much about her.
But I heard her kid died in a fire, and supposedly she's been crazy ever since. Well, she says the town is being devoured by the darkness. Do you have any idea what she's talking about? The town devoured by the darkness. Yes, I think I do. Before this place was turned into a resort, the townspeople here were on the quiet side. Everybody followed some kind of queer religion. Weird occult stuff, black magic, that kind of thing. As young people moved away, the people figured they'd been summoned by the gods. Evidently, things like that used to happen around here all the time. Before the resort, there really wasn't anything else out here. Everyone was so flipped out, you gotta blame it on something. Then a lot of new people came in and everybody clammed up about it. A cult? Last time I heard anything about it was, gosh, years ago. When several people connected with developing the town died in accidents. People said it was a curse. Oh, I'm sorry. I'm rambling. I'll shut up. Гарри опять спавнится в изнанке, и ему в голову приходит мысль, что, возможно, этот бред просто выдает его же мозг. И на самом деле это все галлюцинации. Вот с этого момента игра почему-то перестала мне приносить изначальное удовольствие, так как весь сюжет свелся к тому, что в Сайлент-Хилле остались жить только поехавшие пенсионеры, которые организовали свой культ и поклоняются сатане там или кому-то еще. Мало того, что цель моя стала очень размытой, так как, по сути, мне нужно ориентироваться в двух измерениях, в реальном мире и в изнанке, так еще я потерял мотивацию обыскивать все локации в этой игре. И все мои последующие действия были направлены на то, чтобы скорее узнать хоть какой-нибудь понятный сюжет. Так как за 6 часов геймплея мне так ничего внятного и не объяснили, и нашел я только лишь оружие и расходники. Поэтому дальше рыскать в поисках чего-либо существенного я перестал. И только после прохождения я узнал, что много чего важного пропустил из-за этого. Но об этом поподробнее расскажу в конце. Я нахожу торговый центр, где по телевизорам показывают Алессу, но из-за сходства с дочерью Гарри путает ее с Шерил. И данный момент будет опять же объяснен в дальнейшем. Гарри из-за хлипких болтов, как мешок с говном, падает в зыбучие пески. Ему пизда, не знаю, что делать. Have you seen a little girl around here? А там его уже поджидает новый противник. И с этим моментом у меня связано самое главное сожаление, которое я буду вспоминать в самых страшных снах. На протяжении всей игры я кичился тем, что очень внимателен в играх. Я люблю собирать всякие ачивки, что я вообще молодец в попе огурец, но, сука, самое мощное огнестрельное оружие я не увидел. Хотя оно было у меня прямо перед носом. И нет бы Гарри хотя бы пукнул, что, мол, вон, смотри, винтовка, она лежит, никому не нужно, бери ее быстрей. Но нет, в этой игре можно полагаться только на себя. Разработчики за ручку нас не ведут, а значит до конца игры я буду без винтовки, но зато с киркой. Бонусом ко всему стала просадка по кадрам, и несмотря на то, что мои процессоры и видеокарта не были нагружены в половину своей мощности, а значит сам эмулятор начал тормозить к концу игры из-за множества эффектов, и мне стало намного труднее побеждать в битвах с монстрами. Мы опять встречаемся с Лизой и спрашиваем про другие пути до озера, потому что со слов Сибил наша дочь может быть там. И Лиза говорит, что возле школы есть вход в канализацию, который ведет к озеру. Из диалога, да и вообще становится ясно, что Лиза по какой-то причине не может покинуть комнату, и почему-то мы встречаемся с ней только в этом лимбе. Но приоритетом остается дочь Гарри, и поэтому он сам не обременяет свою светлую голову такими вопросами. Пространство опять меняет форму, и нас сталкивают с новым боссом. В этот раз это мотыль-переросток, который, по всей видимости, хочет завладеть нашим фонариком и лететь на свет. Но так как мы тоже не пальцем деланные, то просто достаем кирку и затыкиваем этого засранца. И это позволяет выбраться из кошмарной реальности и наконец вернуться в старый добрый Тихий холм с его снегом, туманом и
и думерской романтикой. Я добираюсь до канализации, вот с этого момента начинается сплошная попа-боль, которая испортила мне все впечатления от игры. Мало того, что я не взял это сраное охотничье ружье. Я прошел канализацию раза с 9, потому что там нет сохранений на протяжении долгого времени, а противники максимально мерзкие в плане боевки. Это тараканы, в которых Гарри попадет, дай бог, раза с 5, так еще и полулюди, полубогомолы, которые атакуют тебя с потолка, а ты не можешь нанести им никакого урона, так как голова Гарри может смотреть только вперед в светлое и ничем не омраченное будущее. На самом деле я прошел канализацию только потому, что в последнем забеге не стал устраивать тотальный геноцид тараканов и просто пробежал всю локацию за минуту-две, так как изучил ее уже вдоль и поперек. И из канализации попал в ночной Silent Hill, а именно в его курортную зону. Поздоровавшись с местными обитателями, я набрел на салун. Ну, по-нашему это бар, на котором висел кодовый замок. Рядом на здании никаких кодов не было, и поэтому я решил, что найду код потом, по мере прохождения. Спойлер, код я не нашел, а он был важен для того, чтобы открыть хорошую концовку. Опять же, об этом расскажу подробнее в конце. Я опять попадаю в изнанку, только теперь реальность превращается в кошмар, а не просто Гарри проваливается туда. Меня начинает преследовать просто орда монстров, с которой я не могу справиться, поэтому времени на тщательный обыск города у меня нет. Поэтому, тыкнувшись во все доступные углы, я понимаю, что мне нужно бежать на маяк, так как это единственное место, куда я могу пройти. Монстров становится невообразимо много, поэтому я отбросил идею убивать каждого, кого встречу, и бегу напролом сквозь все эти орды. Наконец, нахожу старенькую лодку, в которой уже находится Сибил. Sybil, Harry! how did you get back here? I followed the sewer. Were you the one who cut the fence? Yeah. I'm glad you made it. I was worried about you. You were worried? Where did you disappear to? Never mind. I want to know what's going on here. What is with this town? This may sound really off the wall, but listen to me. You've got to believe me. I haven't gone crazy and I'm not fooling around. At first, I thought I was losing my mind. But now I know I'm not. It's not me. This whole town. It's being invaded by the other world. By a world of someone's nightmarish delusions come to life. Little by little, the invasion is spreading, trying to swallow up everything in darkness. I think I'm finally beginning to understand what that lady was talking about. Harry, hold on a minute. I don't get it. Look, I don't understand it all myself. I guess I can't explain it. Well, what's making this happen? I don't know that either. But I do know Cheryl is there. There? Under whoever created this darkness. Cheryl is somewhere and she needs my help. Harry, this whole thing's been a major blow to you. You need to rest. Sybil, The demon is awakening, spreading those wings. Dahlia Gillespie. Was it not as I said? I see it all now. Yes, everything. Hungry for sacrifice, the demon will swallow up the land. I knew this day would come. And what's more, the task is almost finished. There's only 2 left. To seal this town to the abyss, the mark of Samael.
When it is completed, all is lost. Even in daytime, darkness will cover the sun. The dead will walk and martyrs will burn in the fires of hell. Everyone will die. So what am I supposed to do? I've got to save Cheryl. It is simple. Stop the demon. The demon taking that child's form. Stop it before your daughter becomes a sacrifice. Before it is too late. Stop it! Stop it! What do I do? Go to the lighthouse on the lake. And to the center of the amusement park. Make haste. You are the only hope. Look, Harry. I really don't get what's going on. But if there's a chance we can save your daughter, I'm in. I'll check out the amusement park. You go to the lighthouse. Sybil, thanks. You will need to use it. Use what? The Flauros. Only with that can you stop it. What about Sybil? Бабка, которая внезапно вклинивается в наш разговор, наконец объясняет, что демон захватил тело нашей дочери, и чтобы изгнать его, нам как раз таки и нужен был Флаворос. Убивая кучу врагов своей верной киркой по пути, я добираюсь до маяка, где происходит непонятная для меня сцена. Wait! Damn, I was too late. Сначала я подумал, что здесь мне нужно как раз таки применить Флаворос, и все закончится. Да и игра вся закончится. Но нет, Гарри проделал такой путь, чтобы просто сказать... А нет, мой дом, все пропало. Я еще долго дрочил все углы на маяке, пытался провести ритуал, брал нож, чтобы окропить все своей кровью, ну чем черт не шутит, но потом все же решил вернуться обратно на катер. На катер Сибил не вернулась, а значит наш герой летит ее спасать. В катсцене показывают, как Сибил кто-то оглушает сзади, а значит Гарри нужно поторопиться, чтобы ее спасти. Опять канализация, опять множество врагов, опять я бью их киркой в щи. И после канализации я попадаю в кошмарную версию парка развлечений. На карусели нас ждет Сибил, но по ее красным глазам Гарри понимает, что она одержима и хочет его убить. Изначально я думал, что можно избежать убийства Сибил, и я был прав, но у меня не было одной вещицы, при помощи которой это можно осуществить. Поэтому я пробовал разные методы. Давал себя убивать, бегал сколько возможно от нее, тянул время. Но все это не работало, так как Гарри по умолчанию выбирает путь насилия. В конце концов, я также забил ее киркой, и она умерла. Ты шо, дурень, плачешь? Ты только что сам ее избил. Я не понимаю, Гарри, у тебя сколько IQ? Дальше нас встречает Алесса, которая не хочет отпускать Гарри. В какой-то момент Алесса создает барьер, который Гарри не может пробить. Но тут на помощь приходит как раз таки Флаворос, который изгоняет тьму и наносит дамаг по засранке. Гарри опять выбирает путь насилия, что-то раньше я не замечал. Какой он жестокий человек. We meet at last, Alessa. Dahlia Gillespie? Where's Cheryl? Where is she? Alessa. This is the end of your little game. Mama? Could she be... You've been a ghastly little pest, haven't you, Alessa? I was careless, thinking you couldn't escape from our spell. But Mommy didn't know how much you'd grown.
That's why I couldn't catch you all by myself. But what a pity, yes? Now you're half indebted to this man for his help. Hey, what are you talking about? Alessa, my dear little girl, there is one thing left I need you to do for me. No! Get away from me! Bad girl. Everything's ready. Let's go home. What's going on here? Lisa. What happened? Where's Alessa and Dahlia? Harry, listen. Something you said before has been bothering me. I just can't get it out of my head. What is it, Lisa? So I went to look in the basement, even though I was scared as hell. Like you said, there were these creepy rooms, but nothing really unusual down there. But while I was down there, I got this weird feeling. Like I'd been there before. Like something happened there, but I can't quite remember somehow. What was it? Harry, help me. I'm so scared. I can't take this. It's only a temporary thing. You're in shock from when you were knocked out. Don't fret about it. You'll remember after a while. No. You don't understand. Wait! Where do you think you're going? Я вот сам мало что понял, но Гарри каким-то образом использовала старуха в своих целях, поэтому доверять ей, оказывается, не стоило. Где наша дочь, нам так никто и не ответил. Лиза обиделась на Гарри, хрен знает почему. Нам опять надо куда-то идти, ну да еще бабка оказалась матерью этой Алессы. Только вот информация эта нам ничего не дает, так как я до сих пор не понимаю, как работает этот мир. Опять нам предстоит решить 3000 головоломок, которые я пропущу, но расскажу про несколько интересных деталей, которые я обнаружил по мере прохождения. Гарри наконец-то начал задаваться вопросами про этот город под конец уж игры, спустя 8 часов моего геймплея. Место, где сохраняется Гарри, называется Нигде, и это говорит нам о том, что из-за воздействия Флауэрса Алесса каким-то образом перестала контролировать свои кошмары под влиянием бабки и теперь выдает их в бессвязном порядке. Поэтому здесь будут перемешаны разные локации из всей игры. Но откуда у нее такие силы? Будем ждать развязки, дабы получить хоть какое-то объяснение. В одной из комнат я нахожу школьную парту, на которой написано «Вали домой, воровка, сдохни». Я считаю, что это написала Алесса для своей матери, так как очевидно на что-то злится на нее. А потом это окажется не так, потому что я неправильно, оказывается, понял сюжет. Но в конце я вам все объясню, обещаю. Мы уже почти приблизились к нему. В одной из комнат мы вновь встречаем Лизу. Lisa, what's the matter with you? I get it now. Why I'm still alive even though everyone else is dead. I'm not the only one who's still walking around. I'm the same as them. I just hadn't noticed it before. Lisa. Stay by me, Harry. Please. I'm so scared. Help me. Save me from them. Please. Harry.
Оказывается, что Лиза — это неупокоенная душа, которая бродит по больнице и не может выбраться из нее. Если зайти в ту же комнату еще раз, то можно найти ее дневник, в котором будет написано о том, что последняя пациентка, за которой она ухаживала, была очень сильно обожжена, а также вызывала у нее сильные галлюцинации. В какой-то момент на меня даже нападают фантомы, которые являются полупрозрачными существами, но, к сожалению, у меня для них также есть моя сраная пожарная Кирочка, которая мочит их вне пространства и времени. Просто в эпилептическом припадке я прохожу еще триллиард никому не нужных и никак не обоснованных головоломок. Я просмотрел еще 2 кат-сцены, которые должны были за 2 минуты объяснить сюжет 9-часового прохождения. Я просто в шоке. Вот вы понимаете? Ты просто стремишься в этой игре познать сюжет, но тебе выдают кучу сраных головоломок. Это офигенный геймплей, я не спорю, очень качественно проработанные головоломки. Но когда тебе не дают никакого сюжета, это просто выматывает невозможно. Возможно, это только мое субъективное мнение, но мне кажется, головоломок тут прям излишне. Если бы их разбавляли хоть каким-нибудь сюжетом, это выглядело бы более связано. Ну так вот, что это за 2 кат-сцены, которые мне выдали после 9-часового геймплея без обоснования какого-либо сюжета? Внимание на экран. Everything is going according to plan, sheltered in the womb. But it's not done yet. Half the soul is lost. That is why the seed lies dormant. And what soul remains captured in that husk is buried deep down in the subconscious. Are you trying to say it won't work? That wasn't our agreement. No, these are just stalling tactics. If we lend a hand, we will be able to get power. Never fear, the promise shall not be broken. But the power we could draw now will be very weak. Almost nothing. Unless we get the other half of the soul. We'll use a magical spell. Feeling this child's pain, it's sure to come. But that will take time. Come along. No, I don't want to. Do what Mommy tells you now. I just want you to lend me a teeny bit of your power. That's all. No. I don't want to do it. It will make everyone happy, and it's for your own good, too. Oh, but Mommy, I just want to be with you. Just 2 of us. Please understand. Oh, yes, I see. Maybe Mommy has been wrong. Mommy! Why didn't I see this before? There's no reason to wait. Herein lies the mother's womb, containing the power to create life. I could have done it all myself. Mommy? Пытаясь хоть найти какие-то связанные моменты в этом сюжете, я построил свою шизотеорию, опираясь только на эти кат-сцены, потому что это единственные кат-сцены в игре, которые объясняют, почему мы оказались в Silent Hill, а также почему нашу дочь забрали, и вообще какое она имеет отношение к этому всему. Но потерпите еще немного, мы почти добрались до финала этой богадельни. Well, to think you'd make it this far. Where's Cheryl? What have you done to her? What are you talking about? You've seen her many times, restored to her former self. I'm in no mood for jokes. Don't you see? She's right there. That's absurd. You are the only one who thinks so. Why?
Why are you doing this? It's been a long 7 years. For the 7 years since that terrible day, Alessa has been kept alive, suffering a fate worse than death. Alessa has been trapped in an endless nightmare from which she never awakens. He has been nurtured by that nightmare, waiting for the day to be born. That day has finally come. The time is nigh. Everyone will be released from pain and suffering. Our salvation is at hand. This is the day of reckoning, when all our sorrows will be washed away. When we return to the true paradise, my daughter will be the mother of God. It's awakening. It's awake. Now no one can interfere. Cheryl! Give up. That person no longer exists. This is a God descending among us to reach out and save us. Гарри должен был в эпичной схватке победить собственную дочь, но каждый раз умирал по моей вине, потому что я забыл охотничье ружье опять же. И мне пришлось первый раз за всю игру залезть на форумы и отыскать фичу. Она заключается в том, что если прийти на босс-файт без патронов, то мы автоматически побеждаем ее. Так и произошло. Я заблаговременно расстрелял все патроны перед босс-файтом, немножко побегал вокруг нее и получил вымученную кат-сцену. Daddy. Cheryl! Thank you, Daddy. Goodbye. Cheryl? Can't be. Can't leave like this. This can't be happening. Cheryl? Cheryl! И это все? И это все, спросите меня вы? Нет, отвечу я, есть еще 10 секунд после титров, которые объясняют весь сюжет. Бред. Вот что я об этом думаю. Беспросветный ёбаный бред. Ну вы поняли? Ну вы поняли? Вы поняли, да? На самом деле все это время это была шиза Гарри, предсмертная агония мозга. Все это время он просто лежал в машине и пускал слюни, так как после такого падения травмы явно были несовместимы с жизнью, и Гарри перед смертью просто, блять, выдумал все это. А потом мы видим, куда ушел весь бюджет игры, на сраные сцены после титров, потому что количество CGI там больше, чем во всей этой гребаной игре. Блять, лучше бы потратили деньги на сценаристов, ей-богу. Вот что думают о нас разработчики. Молодец, ты дошел до конца. Я теперь не удивлен, почему разработчики не стали делать ремейк первой части, ну да ладно. Я вам обещал объяснение всего этого дерьма на протяжении всего видео. Поехали! На самом деле в игре целых 5 концовок. И чтобы пройти все из них, вам, естественно, нужно перепроходить игру. Перепроходить ее нужно с того момента, когда мы попадаем в больницу, так как, чтобы не убивать Сибил, нам нужно взять пластмассовую бутылку и наполнить ее жижей, которую разлили в кабинете директора. Сюжеты нам это никак не объясняют, поэтому логично, что я не обратил на эту жижу внимания вообще.
Однако эта жижа может спасти жизнь этой даме, если мы будем достаточно внимательными, я бы даже сказал дотошными. А также, чтобы получить хорошую концовку, нужно спасти Кауфмана, и тогда он появится в концовке. Ну вы поняли, 2 ключевых события, следовательно 4 исхода. Самую плохую концовку вы уже видели, что же по остальным 3? В другой плохой концовке, так как мы спасли Сибил, она будет нас, прописывая нам леща. Вставай, заебал ты, ёбаный шашлык! Получается, это все оказывается правдой. Когда мы спасаем же Кауфмана, то концовка считается хорошей, и мы, побеждая дьявола, получаем новорожденного ребенка и убегаем в закат Сибил, ну или без нее. А еще есть шуточная концовка от разработчиков, где Гарри просто похищает НЛО. Они в этой катсцене даже сами рофлят над тем, что он ищет свою дочь. Ну вот посмотрите сами. Sorry. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair. Ну а теперь, наконец-то добравшись до финала, так как я не хочу вас оставлять одних разбираться со всем этим сюжетом, я обыщу форумы в интернете, дабы ответить на вопросы, которые возникли у меня к сюжету, а их накопилось очень много. Как вы увидели, как вы прочувствовали, как вы поняли, сама игра мало чего нам объясняет, и это специально сделано для того, чтобы мы проходили игру по несколько раз, и это работало, так еще и ждали вторую и последующую части игры, чтобы они уже закрывали все сюжетные дыры первой части. Как это и произошло. Поэтому после игры остается очень много вопросов. Но чтобы у вас и у меня не возникало чувство недоразумения от такой пустоватой концовки, давайте все-таки пробежимся по статьям из Вики и расставим некоторые моменты на свои места. На самом деле это самая приятная часть ролика, потому что я всю игру бился над тем, чтобы получить ответы на вопросы, и если бы я не снимал ролик, то я бы давно ее забросил, потому что игра достаточно пустая в плане сюжета. И меня это печалит. Потому что я всегда топлю за то, чтобы был очень связанный, хороший, проработанный сюжет. И несмотря на то, какая графика, несмотря на то, какой геймплей, для меня сюжет всегда остается на первом месте. Как Гарри оказался рядом с этим городом? Здесь нет ничего интересного для туриста, и его ничего не связывает с этим маленьким туристическим городком. Вот что дает статья из Вики. Silent Hill — это тихий американский курортный город в штате Мэн, известный своей спокойной атмосферой, однако воспоминания о трагическом пожаре 7-летней давности, в котором погибла девочка по имени Алесса Гиллеспи, все еще преследуют город и горожан. Гарри Мейсон, одинокий писатель, не знаю с какого хрена он стал писателем, воспитывающий приемную дочь Шерил, жена которого умерла 4 года назад, но это мы знаем, все еще переживает утрату. Шерил просит его отправиться на отпуск в курортный город Silent Hill, чтобы хоть как-то отвлечься, и Гарри соглашается. То есть Гарри планировал приехать в этот город просто потому, что его попросила об этом дочь. Каким-то образом, по логике разработчиков, это должно было помочь ему справиться с утратой жены. Правда, я все равно не понимаю как. Шерил, оказывается, приемная дочь, которая появилась ровно тогда, когда произошел пожар, в котором сильно обгорела Алесса. И ее душа, как вы поняли, как бы разделилась надвое, и часть души попала в Шерил, и поэтому ее потянуло в Silent Hill. Допустим. Почему Гарри постоянно проваливается в изнанку? В этом виновата Алесса, которая при помощи каких-то суперсил проецирует свое больное сознание в реальность. Все изменения в облике Silent Hill, а также все монстры, это также порождение разума Алессы. Но вот почему Алесса имеет такое больное воображение? Для этого нужно окунуться в детство Алессы и посмотреть на ее взаимоотношения с матерью. Алесса родилась с удивительными сверхъестественными способностями, включая телекинез, левитацию, предвидение и астральную проекцию. Согласно заметке в Origins,
это может быть сделано путем проецирования ее желания убить в тело жертвы. Происхождение способностей Алессы неизвестно, хотя они могут быть результатом духовной силы земли Сайлент Хилла или даром от бога Ордена, которым поклоняется ее мать, то есть далее Гиллеспи. То есть вы понимаете, это было полноценно объяснено только в Silent Hill Origins. Напоминаю, что Origins это изначально эксклюзив для PSP, и вышел он в 2007 году, а потом только через год его портировали на PS2. И он является по сути приквелом к первому Silent Hill. То есть через 8 лет вышло сраное DLC, в котором наконец-то можно узнать, с чего все началось. Блять. Ой, какие гении разработчики просто. Спасибо, что хоть, блять, не выпустили ее только на геймбой, а то фанатам пришлось бы туго. Хотя подождите. Есть такая! Если это видео соберет 100 тысяч лайков, я специально не поленюсь и сделаю обзор на нее, хотя это практически нереально, поэтому не надейтесь. В общем, Алесса родилась со сверхспособностями, и ее мать, естественно, подумала, что эти способности подарил ей бог, которому она вместе с жителями городка поклоняется. Из-за особенностей Алессы ее травили в школе, и в конце концов она стала изгоем и там. Кстати, те надписи на партии были обращены к Алессе от ее одноклассников. Почему-то мне и не пришло это в голову раньше. Мать постоянно давила, так как была одержима религией, и в конце концов сожгла собственную дочь, чтобы таким образом она родила Бога. Не знаю, как это связано, но в главе далее это, по всей видимости, было очень логичным. Мало того, что она ее сожгла, так еще и насильно удерживала на этом свете еще 7 лет. И тот мешок, который мы видим в финале, это Алесса. 7 лет мать Алессы пыталась родить Бога, пока Алесса ей сопротивлялась. До момента освобождения ее Гарри при помощи пожарной кирочки и дробовика. С каких пор божество можно убить дробовиком? Непонятно. Я больше ничему не удивляюсь в этом сюжете. Больше сюжета есть как раз таки в Silent Hill Origins. И если хотите, я тоже разберу эту часть на канале. Потому что если я начну больше углубляться, то это уже будет сюжет других частей. И я не хотел бы перемешивать их, хотя уже частично это сделал. Теперь, когда я более-менее разобрался с основными тезисами, давайте перейдем к миссии с Кауфманом, которую я так благополучно пропустил. Я взял чужое прохождение, спасибо каналу за EasyNick, ссылку на него оставлю в описании. Взял я чужое прохождение, так как после финала не хотел уже перепроходить игру, и там также увидел, что в его прохождении его также перекрывали монстры толпами, не давали ему пройти даже в дверь, так еще и сама дверь как-то закрыта, и я мог просто пропустить ее. Так как во всем Silent Hill обычно у зданий, в которые можно зайти, дверь либо открыта, либо как-то выделяется. Но вот эта дверь, как вы видите, просто сливается с фоном. И опять же повторюсь, под конец игры, когда под рукой нет сохранений и ресурсов искать какую-то дверь в темноте и постоянно меняющейся камере, которая естественно способствует убийству монстров, постоянно умирать от толп монстров не очень-то хочется. Особенно, когда не знаешь об этом. Да и в самой игре нет ни малейшего намека на это. И опять же, прямо-таки разработчик настаивает на повторном прохождении Тихого холма. Из сюжета я на самом деле пропустил только то, что Гарри находит на и подозревает Кауфмана в том, что тот связан с производством на которые подсела местная паства, который как раз таки управляет бабка. А также, возможно, это который помогал Алессе справляться с болями из-за ожогов. Но опять же, эту информацию я взял из Origins. Во время прохождения первой части об этом нет никакой информации. Гарри только предполагает, что Кауфман замешан в производстве наркотиков. Давайте подытожим и сведем весь сюжет к нескольким предложениям, чтобы выстроить все в более-менее логическую цепочку. Алесса рождается со сверхспособностями. Бабка, так как она ебанулась на религии, думает, что эти сверхспособности дал бог, которому она поклоняется. Бабка давит на дочь и в конце концов сжигает ее на костре, дабы она родила какого-то бога. Алесса во время ритуала каким-то образом разделяет душу, и вторая часть души остается в виде девочки, которую находят супруги Мейсона. Они просто ее находят на дороге, так к слову. И удочеряют ее. Жена Гарри умирает, и спустя какое-то время Шерил просит его отвезти ее в Silent Hill, так как Алесса хочет соединить две части души, на что Гарри почему-то соглашается. Происходит авария, Гарри ищет дочь в Silent Hill, Гарри встречает второстепенных персонажей, которые так или иначе влияют на концовку, Гарри помогает бабке завершить ритуал, так как он не знал правды,
Бог убивает бабку, дальше с вариациями. Первый вариант. Гарри просто убивает Бога, это оказывается бредом мозга. Гарри убивает Бога и получает реинкарнацию Алесы в виде ребенка. И убегает один, или Сибил. Третий вариант. Гарри убивает Бога, но его будет Сибил, то есть все, что произошло, это правда. И последний вариант. Гарри просто похищают инопланетяне. Я считаю, это канон. Ну а теперь я сравню все преимущества и недостатки этой игры. Изначально мне очень понравилась атмосфера Silent Hill и те загадки, которыми он наполнен. Невероятная музыка и общая атмосфера игры очаровывали. Случайные встречи с монстрами и вполне сбалансированная боевка делала встречу с монстрами неприятной, но выполнимой задачей. В начале игры мне было интересно обследовать город, несмотря на то, что я ничего не находил. Зубодробительные головоломки, которые я честно решал сам, и это получалось, несмотря на то, что я тратил полчаса и 40 минут на их решение. Прекрасный саунд-дизайн создавал невероятную атмосферу на протяжении всей игры. Классные игровые ситуации, операторская работа, если рассматривать движение камеры как дополнительный эффект погружения. Все это создает невероятные впечатления у игрока и погружает не только в игровую, но даже в какую-то атмосферу фильма, которым управляешь ты сам. Очень заметно, что игра сделана с душой, так как присутствует много деталей, которые можно не заметить при первом прохождении, а также в игре присутствует много несюжетных локаций, которые описывают жизнь города и его обитателей. Но несмотря на наличие множества позитивных моментов, есть некоторые оговорки, которые вызывают у меня разрыв жопы, причем в прямом смысле этого слова. Начнем с главного недоразумения. Это сюжет. Если не рассматривать игру как задел на будущие части, то после прохождения у игрока возникает масса логичных вопросов, на которые не найти ответов ни в диалогах, ни в записках, ни в головах, блять, разработчиков. Зажаться как-нибудь. Вот тебе и Сюжет Silent Hill. Сначала мне казалось, что я просто невнимательный или поверхностный, но нет, я пересматривал свой геймплей, читал все записки в вики, и там все описания очень размытые, никакой конкретики нет. Все, что там описывается, это город окутало какое-то зло, туристы сюда не приезжают, есть какая-то секта. То есть это клишированный набор цитат из романов Стивена Кинга. Тут просто понатыкали сюда, никакой конкретики ни про персонажей, ни про город, просто нет. И это затрудняет понимание сюжета в целом и восприятие игры в целом. Если брать того же прямого конкурента, Resident Evil, то там всегда есть четкая цель, понятно куда идти, для чего нужны предметы, и самое главное, понятно к чему все идет. И даже если остаются недосказанности, то они имеют второстепенное значение. В отличие от Тихого холма, где основную сюжетную ветку нужно смотреть в приквеле, который, блять, выпустили спустя 8 лет. Второй момент, который делит мою жопу на атомы, это парадокс, который добавили разработчики. Смотрите. Первая половина была очень классной. Я мог ходить по городу, изучать локации, тыкаться во все двери. Но вот во второй половине они решили усложнить мне жизнь, наверное, предполагая, что мне будет очень комфортно исследовать все двери, когда на меня летят 4 птеродактиля, 8 собак и какие-то сосуны пытаются добраться до моего писюна. При этом они будут агриться на фонарик, который является единственным источником света. Так еще и, блять, для того, чтобы изучать сюжет более подробно, нужно вдумчиво и методично изучать еще какие-то локации помимо сюжетных. Чтобы изучать вдумчиво эти локации, нужно хотя бы немножечко времени, чтобы освоиться, сориентироваться и понять, что делать дальше. Но тебе не дают никакого времени, кроме как на то, чтобы, подбирая свои обосранные труселя, бежать хоть к какой-нибудь точке на карте и тыкаться во все углы, надеясь получить подсказки. И в этот момент хочется бросить играть в этот шедевр, потому что даже пройдя через эти улицы, ты получаешь очередной квест от бабки, не получив никаких объяснений по поводу дочери. И как олух, просто бегая по городу в надежде просто когда-нибудь наткнуться на нее. Доведя до совершенства графику в своей игре, разработчики забыли проработать самое важное – сюжет и персонажей. Я считаю, что главное в игре – это именно история. Она есть у Silent Hill, но на ее раскрытие понадобится еще долгих 8 лет. Несмотря на это, мне честно понравилось играть в нее. Материться на головоломках, материться, когда меня зажимают в углу и бьют 10 монстров, материться от периодической долбежки моих ушей от Акиры Ямаоки, материться от актерской игры Гарри, материться, когда Гарри промахивается, материться на Гарри просто так, материться на кривую камеру в моментах стрельбы, материться от бессмысленных моментов, материться от нелогичных головоломок, материться, но все равно
продолжать играть. Ведь игра все равно оставляет след в душе, так как имеет свою неповторимую и невероятную атмосферу. Это главное.